Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор новостей. Давайте посмотрим, что произошло, что будет и как это повлияет на фондовые рынки. Но текущая ситуация, несмотря на то, что идет снятие карантина и сейчас постепенно мы будем наблюдать восстановление экономики, вопрос в том, насколько это успешно и быстро будет, все чаще звучит мнение, что в конечном счете придет Америка к тому, что надо будет ниже нуля делать ставки. Но если у кого-то есть вопросы в части того, чем же плохо, когда отрицательные ставки у Центрального банка, ну или ФРС, можно посмотреть пример Японии. Да, Япония высокоразвитая страна, но тем не менее 90-х годов находится в рецессии как раз из-за экспериментов с процентными ставками такого рода. То есть это приводит к тому, что нету маневра у финансовых властей, и как следствие возникает стагнация в экономике, потому что никак нельзя уже повлиять на то, что происходит. Также есть мнение, что действия ФРС они не спасут фондовый рынок, потому что есть определенная зависимость между ростом фондового рынка от М2, денежного агрегата. Ну вот приведен график с 1989 года, как ведет себя американский индекс и денежный агрегат М2. В последнее время, то есть здесь вообще никак денежный агрегат не влияет на рост фондового рынка. То есть если до этого зависимость была сложная, но в целом определенная закономерность имела место быть, то есть рост денежной массы М2, денежного агрегата, приводил к росту фондового рынка, то теперь мы с вами видим, что значительный рост денежного агрегата М2 на текущий момент никак не повлиял. И судя по динамике обратной связи между этими величинами, не факт, что увеличение денежного агрегата М2 в будущем повлияет на восстановление и рост фондовых рынков. Американский министр финансов Мунчин выступил с заявлением, что готов увеличить задолженность еще на 3 триллиона долларов для того, чтобы подавить негативные последствия от пандемии. То есть, таким образом, скорее всего, долг будет наращиваться и новые деньги будут впрыскиваться в экономику и фондовый рынок. Однако сейчас только что с вами рассмотрели диаграмму, исходя из которой на текущий момент времени прирост денежной массы не факт, что обеспечит стремительный рост рынков фондовых или даже их удержание на текущих значениях. Так, но сейчас идет определенный скандал, потому что в Белом доме якобы обнародовали некий отчет, который указывает на то, что возможен повторный всплеск пандемии, однако все равно как бы действия по частичному и потом полному снятию карантина никто отменять не собирается. И сейчас вот эта интрига дня относительно повторения и пандемии, то есть будет, не будет новый всплеск. И вообще, то есть я думаю, даже более актуальный вопрос, насколько энергично экономика будет восстанавливаться. Но есть ряд индикаторов, в частности производство бензина, потребление электроэнергии, которые будут подтверждать, показывать, как на самом деле происходит восстановление экономики. Ну и еще один важный индикатор, я бы даже сказал, он просто смертельно важный, это количество заявлений первичных по безработице. То есть если оно будет продолжать расти, то это будет говорить о том, что восстановление либо не происходит, либо оно крайне медленно происходит. Так, ну вот у нас новая увлекательная тема появилась, которая она может в нокдаун и в нокаут рынки отправить. Это выяснение отношений между США и Китаем. То есть в США сейчас набирает тренд, который, в общем-то, получил консолидированное подтверждение всеми слоями общества практически, о том, что Китай виноват вот возникшей пандемии и экономическом ударе. Мало этого, данная тенденция, она распространяется сейчас и на европейские страны. Там тоже поднимают вопрос относительно того, что Китай в этом виноват, и Китай надо привлечь к ответственности. Ну, часть из таких компенсаций, это будет, во-первых, что возникнет возможность подавать в суд на Китай со стороны компаний, частных лиц. Я думаю, что вот эту меру ее
сейчас обсуждают, ее могут и запустить, прибавит работы американским юристам, но с другой стороны это дестабилизирует мировую политическую ситуацию. Кроме того, я так понимаю, у американского правительства очень большие планы относительно того, как сделать таким образом, чтобы долг Америки Китаю, его либо аннулировать, либо его как-то подсписать. И вот текущая ситуация достаточно, скажем так, удобный инструмент создает для того, чтобы этот вопрос решить и чтобы Китай постричь на предмет того, чтобы ему не отдавать долг. И в качестве противодействия или возможного наказания постоянно начали муссироваться вопросы опять относительно торговых войн, то есть введение различных пошлин на китайские товары и различных ограничений. Вот. Но на самом деле введение, тут как ни посмотри, что введение пошлин, что арест, списание долга по отношению к Китаю, что судебные дела, когда компании и частные лица смогут заявлять претензии по возникшему ущербу правительству Китая, это как бы ситуацию мировую может очень сильно дестабилизировать. И то, что сейчас вбрасывается как популистская мера для отвода глаз, чтобы найти виновных, а вот именно сейчас так и делается, хотя там наверняка уже какие-то есть многоходовочки, просчитанные относительно того, как все-таки долг частично списать. Но надо понимать, что вот это сейчас будет острием. То есть постепенно фокус внимания смещается со скорости восстановления на выяснение отношений между Китаем и США. Если начнутся сейчас активные действия, то это приведет к тому, что мировая экономика, она просто в штопор может сорваться. Я уж даже не говорю про то, что наверняка американцы попытаются как-то дестабилизировать ситуацию в Юго-Восточной Азии, потому что у Китая с соседями масса территориальных проблем. Вот. Если все пойдет по такому сценарию, то это вообще будет трешак. Тогда ни о каком восстановлении экономики вообще можно будет не думать, а станет на повестке дня вопрос уже не только экономического, но и военного противостояния между Китаем и США. В обычных условиях, то есть вот в реалиях обычного экономического мира, кои существовал до 2020 года, подобные предположения они звучали как полнейший абсурд и дичь. Но сейчас, с учетом нарушения экономических, логистических связей, ухудшения экономической ситуации, здесь, в общем-то, те люди, которые стоят у власти, они могут пойти на то, чтобы попытаться взять реванш и сыграть, что называется, на последней карте. Вот. И такие риски, они со дня на день могут только расти. Вот. И плавно мы получили ситуацию, когда зависит текущая экономика, текущее благосостояние не только от восстановления, но и от того, насколько, скажем так, у кого хватит духа сыграть в подобный ва-банк, то есть ситуацию искусственно обострять и раскачивать. Но на самом деле, если по такому пути пойдут, я думаю, ничего хорошего из этого не будет. И тогда мы действительно реально получим 30-е годы, которые закончились 1 сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Вот если сейчас раскачка вот этой ситуации будет, то может получиться так, что слово за слово и какое-то глобальное противостояние начнется. Так, вот на фоне текущей ситуации американская компания United Air сокращает 30% менеджеров и административного персонала. Компания Hertz готовится к банкротству. Hertz это компания, одна из крупнейших компаний, которая в Америке занимается сдачей в аренду машин. То есть, сейчас текущая ситуация, она вполне ясно подорвала позиции Hertz и аналогичных компаний, которые занимаются арендой машин, сдачей машин в аренду. Но сейчас, конечно же, активно продолжаются дебаты относительно того, как и когда восстановится нефтяной рынок. Все в основном сходятся на том, что это будет 2025
2021 году, ближе к концу. Но здесь на самом деле, мне кажется, текущая ситуация — это сплошное гадание на кофейной гуще. Как он будет восстанавливаться, все зависит от того, насколько быстро будет перезапускаться экономика, раз, и насколько сейчас увеличится важность альтернативных источников энергии, их процент в общей доле. Потому что может получиться так, что несмотря на дешевые цены на нефть, из-за капиталовложений, которые планируется делать в альтернативные источники энергии, в общем-то, потребление нефти все равно будет снижаться, и прежних 100 миллионов баррелей в сутки потребления мирового мы на него вполне возможно так и не выйдем. Ну и текущая ситуация негативна крайне для Саудовской Аравии, то есть там начинается различная коллаборация в экономике, в бюджете. Ну и, наверное, как бы в ближайшее время мы увидим много новостей, которые будут свидетельствовать о том, что что-то пошло не так в Саудовской Аравии. Очень много принцев, которые борются за власть. А когда очень много принцев, всегда возникает очень много проблем. Но вот самое умилительное, что стоило нефти буквально чуть-чуть отрасти, отскочить, и сразу пошли прогнозы о том, что нефть будет $51 за баррель в 2021 году. Но мне кажется, сейчас такие прогнозы, они как бы, по меньшей мере несерьезны, потому что все зависит от того, как будет восстанавливаться экономика и как будет приходить в соответствии спрос и предложение по нефти. И поэтому, можно, конечно, там настроить различных кривых прямых в Excel, но все-таки мне кажется, то есть, Goldman Sachs, он, наверное, какие-то цели преследует свои, когда такие заявления делает. То есть, наверное, уже там позиции открыты в опционах и фьючерсах. Ну, вот, в общем-то, и пошли процессы на Ближнем Востоке. У Алжира сейчас такая ситуация, что из-за цен на нефть планируется порезать государственный бюджет на 50%. То есть здесь смотрите, какой есть момент. Вот эти все страны ближневосточные, там Алжир и так далее, там, во-первых, очень много детей в семье и очень много молодых мужчин. Вот такие страны, как бы это просто историческая аналогия, исторический анализ, когда большой процент молодых мужчин в стране и возникает ухудшение экономической ситуации, это приводит к революциям и к потрясениям. Поэтому, если вот эта ситуация будет затягиваться, а она затянется как минимум на год с ценами на нефть, я думаю, тряханет весь Ближний Восток. То есть высока вероятность того, что этот регион без особых усилий и влияния извне может заново полыхнуть. Как Алжир, так Египет, так и другие страны. Но и там вопрос на повестке дня будет стоять Саудовская Аравия, насколько ее эти процессы затронут, коснутся. Достаточно благополучное государство, богатейшее, с огромными резервами, но там очень много принципов. И все эти принципы хотят власти. Так что я думаю, это вот еще один фактор, который может сильно повлиять на нефть, это дестабилизация ближневосточного региона, который связано будет с ухудшением экономической ситуации в этих странах. Ну и вот, в общем-то, мнение российских деятелей из нефтянки о том, что цены на нефть будут выше $30 уже этим летом. Такое вполне возможно. Вопрос только в том, сколько ее будет продаваться. И помимо этого вопрос, какая будет цена на нефть марки Уралс, какой там будет дисконт. Потому что если саудиты опять начнут демпинг, то дисконт может вырасти. И на самом деле реальная цена Уралс, она будет там не 28, то есть 30 минус 2, а будет в районе там 23-24. Для России жизненно важно на текущем этапе, чтобы цены на нефть были выше $25 за баррель на нефть марки Уралс. Потому что в среднем по стране именно $25 за баррель — это та цена, которая позволяет без убытка продавать и поставлять нефть в среднем. То есть если цена ниже 25, в среднем нефтяные компании работают в минус. Если выше, то все нормально, продают и получают какую-то небольшую прибыль. Ну и для того, чтобы бюджет наполнялся,
необходимо, чтобы цена на нефть была в районе $40 за баррель. Вот. Но пока о таком речь не идет, поэтому ситуация, я думаю, она будет ухудшаться, и это будет оказывать негативное влияние на курс национальной валюты. Все, друзья, спасибо за внимание.